Сегодня мы проведем с вами онлайн-гадание на картах Таро на мужчину, на его чувства, мысли, действия и планы. Но эту информацию мы будем брать с вами в потоке и сделаем просмотр месседжей, что он хочет вам сказать, и через это послание попробуем отследить, что он думает о вас сегодня, его чувства к вам сейчас, как меняются его планы на вас, что будет дальше. Ну и, в общем, попробуем заглянуть в вашу ситуацию в отношениях. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня будем гадать на любовь и отношения. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину. Мужчины тоже могут погадать, да, чтобы получить советы, подсказки, инсайты. Ну, в общем, так, вот это перевернутое. Ну и, может быть, получить необходимую вам информацию на здесь и сейчас, а также, может быть, просто отдохнуть или, может быть, получить своевременный совет высших сил, чтобы принять какое-нибудь решение, например. Итак, давайте сделаем таких 15 подсказочек, да, о его мыслях, чувствах, планах и действиях на вас сегодня. Сперва посмотрим, вот какая ситуация между вами на здесь и сейчас, что происходит. Выпадает темная луна. Значит, смотрите. В общем, можно охарактеризовать ситуацию между вами. Я не понимаю, что с вами происходит. Или вы не понимаете. Ну, лично вы, как зритель, да. То есть ситуация темная, или если еще характеризовать по-другому, но коротко. Ваша ситуация в отношениях называется так. Дело ясное, что дело темное. Может быть, ваш партнер темнит, не открывает свои чувства истинные, то есть у него по отношению к вам, скорее всего, есть тайны. Либо есть какое-то скрытое влияние на вас, ну, может быть, и магическое. Может. Ну, давайте еще посмотрим, что еще может скрываться, чего вы не знаете, да? Ну, здесь выпадает горе. Ну, как минимум, идут неудачи в отношениях, может что-то происходит нехорошее, либо вы чувствуете, какое-то у вас есть предчувствие, что должно произойти что-то не очень хорошее. Может быть, вы подозреваете вашего, ну, например, мужчину в чем-то плохом, в каких-то плохих мыслях, чувствах, действиях, да, вот подозрения есть. Может ли есть у вас чувство, что на отношения порча? Может быть, смотрите, цветы завяли, да, а еще позавчера у вас было все хорошо, или недельку назад, да, или месяц назад было все хорошо. То есть ситуация у вас не... Давайте так, если просто, то вот, ну, не самая хорошая ситуация на здесь и сейчас у вас. Бывали времена и получше, могли бы вы сказать, и были бы правы. Ну, еще давайте одну карту. Да, смотрите, прямо рана выпадает. То есть, смотрите, темная луна, горе и рана. Возможно, ваш партнер, мужчина, да, например, вас ранил чем-то, разбил вам сердце, причинил вам боль, страдания, как-то, может быть, повел себя некорректно, может быть, обманул, может быть, даже как-то обозвал вас, сказал что-то плохое. Ну, в общем, причинил сердечную рану. То есть я так вижу, что у вас, если бы вот по картам выпадали карты Таро, да, выпала бы как минимум просто луна или жрица, выпала бы 5 кубков или 10 мечей. Даже, может быть, 4 мечей могла быть и 3 мечей. У вас карты вот такие. А давайте проверим, вот как карты Таро, вот что они видят, что он скрывает, во-первых, давайте посмотрим, или что скрывается за темной луной. Давайте проверим, да. Это его какие-то тайны по отношению к вам? Или это, может, что-то темное, да? Да что ж у нас все время кармические узлы выпадают? Давайте так скажу. Может ли это быть магия со стороны? Да, то есть если ваши отношения ухудшаются и отягощаются, то, ну, это посторонняя магия, да, вот, ну, это надо проверять, да, мы сегодня не делаем диагностику, мы просто задаем вопросы Вселенной на уровне, что происходит в отношениях. Но если это не магия, тогда что это со стороны партнера?
Но партнер как минимум тайно заинтересован в том, чтобы эти отношения не были легкими, не облегчались. Ну, вот так. Тайно заинтересован. Почему так? Ну, это уже отдельная тема, не будем ее сейчас развивать. Давайте посмотрим, что за горе. Источник негатива в ваших отношениях. Откуда он идет? Горе проверяем. Ну, во-первых, он идет по рыбе. И это может быть магия, может. Но он в чувствах того человека, с которым вы связаны. Может ли это быть различного рода магические влияния типа приворотов? Да. Но, опять-таки, источник негатива есть мужчина или то, что связано с любовью, с отношениями, с его чувствами. Может быть такое. Вот здесь уже больше проявляется, что если у вас было все в отношениях хорошо, и вы, скорее всего, чувствуете, что кто-то магичит, то здесь это может быть. В этом раскладе это проявляется, тем более скрытая, скрытая магия, да, человека, о котором вы, скорее всего, подозреваете, но так прям в лицо вы его, может быть, и не видели. Да? Давайте посмотрим. Истинная причина, почему рано, или почему он вас ранит, или почему рано. Ну и как раз вот мы и проверили ваши отношения. Да? Характер у мужчины вот такой вот. Во-первых, он импульсивный, взрывной, холерик. Скорее всего, лев, овен или стрелец. Но этот человек, он, знаете как, он не то что вспыльчивый, он еще и вскипает. Да, он такой вот по характеру кипучая или гремучая смесь. Огонь, огонь и внутри вода. То есть он как чайник закипает, и потом с него пар идет, либо как вулкан. Да, вот такой вот. Ну, почему ранит? Потому что такой характер у человека. Но опять-таки имеем скрытое влияние по рыбе, Луну. Может ли быть магия? Может. И может ли на него, вот, на его характер влиять магия, в том числе опои и алкоголь? Да, здесь есть огонь, огненная вода, алкоголь, и здесь стаканы, поэтому тут, смотрите, это все учитываем с вами. Ну, давайте дальше смотреть, что между вами происходит. Прямо порча выпадает. Я не весь оракул разложил. Вот еще сколько осталось. Мы выбрали из там, 50 или 60 карт всего 15. Поэтому смотрите. Порча не обязательно вам что-то плохое кто-то делает. Но как минимум между вами что-то не очень хорошее. Почему? Потому что начинаем с Луны. Открываем расклад. И может ли вообще быть порча? Ну, в принципе, да, кто-то явно не заинтересован. Или сам мужчина не заинтересован. Либо мужчины, смотрите, если вы смотрите, да, ну, может, кто-то вам мешает. Как ваша партнерша может вам мешать, так и со стороны какая-то женщина может мешать. Ну, может, бывшая, например, так как вариант. Но, опять-таки, сегодня не день диагностики, видим, что порча идет. Как минимум, отношения ваши, они не такие хорошие, это в лучшем случае, как могли бы быть. Но и тут есть желание. Давайте посмотрим, а что уже испорчено, вот на что порча, да, или что не так прям с вашими отношениями. Ну, или вы сами знаете, что порча есть. Энергетический обмен между вами испорчен. Энергетика отношений может быть испорчена. Мужчине тяжело возвратиться, появиться у вас, и, может быть, мужчина не чувствует сексуального влечения к женщине. Слышите? Хорошо. Что он хочет от вас сейчас? Его желание в этих отношениях? Или что он хочет от отношений? Проверим, давайте. Ну, вот вы чувствуете, что он охладел, например, к вам. Вот оно как раз. Его желание. Хочет любить, хочет чувств. Но здесь тогда противоречие или парадокс получается. Да? С одной стороны, хочет чувства, с другой стороны, порча на чувствах, на желании, на влечении. И вот оно замедление. И вот она Луна. Ну, ладно, хорошо. Возможно, он и желает любви и отношений. Давайте дальше посмотрим. Вот что вот будет развиваться в ближайшее будущее, как событие будет развиваться в ближайшее время между вами.
вот этот ряд, ну и тут уже будем смотреть, да, что будет открываться. То есть, в принципе, хочет ли он чувств? Да, но что-то мешает явно. Вот. Порча на возврате или порча на инициативе. Ну, как минимум, давайте так, если вдруг вы считаете, что, ну, нету порчи, да, вот вы не верите в это, окей. Что здесь тогда не так? Здесь тогда нету решимости у мужчины, то есть он инфантильный здесь. Итак, первое. Ну, во-первых, может что-то повториться в ваших отношениях. Давайте смотреть, что может повториться. Какой-то цикл будет пройден. Что повторится в ваших отношениях в ближайшем будущем? В ближайшем смотрим. Кармический узел. И смотрите, вуаля. Да что ж такое? У нас прям было предыдущих 2 расклада с кармическими узлами. Да? Переспросмотры я делал, там кармические узлы. И здесь. То есть между вами повторится какая-то сложная ситуация, которая связана и с кармическим узлом, и вообще связана с испытанием ваших отношений на прочность. То есть каждому из вас в этих отношениях будет нелегко, особенно мужчине. Мало того, мужчина может, ну, как бы заплатить дорого за это испытание. Да? Дальше смотрим. Ну, смотрите, в ближайшее время вам... Ну вот что-то должно открыться, пойти какая-то информация. Мало того, вы что-то узнаете. Ну давайте, или вы за чем-то следите, да? Что-то вы откроете, какой-то поток. Давайте посмотрим, а что вы откроете именно. Вы откроете, скорее всего, причины, почему от вас отдаляется мужчина. Ну, посмотрите как раз причины вот этого горя, и можете узнать еще причины, почему мужчина, допустим, ну, в какой-то ситуации оказался. То есть мужчина может вам открыть какую-то тайну, да, в ближайшем будущем. Ну, например, тайну своих проблем, да, или тайну того, что у него что-то идет не так. Да. Ну, давайте, что еще тут идет. Здесь выпадает зеркало. Вам что-то должно вернуться. Или вы должны что-то опять открыть и увидеть. Да? Видите, здесь же у нас видение. И здесь зеркало вы видите, но вы, возможно, плохо видите. Или чего-то недовидиваете, да? Не доглядаете, да? Не досматриваете чего-то. Вот что вы не досматриваете в этих отношениях, что вы, может быть, должны были бы открыть? Вы не досматриваете какой-то серьезной проблемы. Закрытых дорог, тупика, источника проблем. Вот, может быть, вы закрываете глаза на очевидные вещи или на очевидные проблемы в этих отношениях. Ну, здесь прям сегодня проблемный расклад, да. Ну, вот как раз давайте искать, получать советы, подсказки, инсайты о негативе в отношениях. Да? Хорошо, дальше, в ближайшее время появляется травяная ведьма. Эта карта хорошая. Я скажу так. У вас появляется шанс, как будто бы как на естественное исцеление, ну или на естественный выход из проблемной ситуации. Давайте посмотрим, в чем ключ к этому выходу, да? Каков этот ключик? Ключ в чем? Ну, ключ, во-первых, в чем-то хорошем, в позитивном, это очень позитивная карта. Но ключ в самооценке, в оценке своих сил, в деньгах, и ключ в красивой женщине. Может быть, придется... Это тоже природная карта. Вот эти 2 карты, они союзные. Да? Это Дева, ну, это тоже Телец, Дева, Козерог. Давайте так скажу. Ключ в том, что вы сейчас видите и чувствуете, и что вам подсказывают карты. Да? Возможно, может быть, надо будет поколдовать. Может быть, придется... заказывать что-то, расплачиваться с чем-то, с кем-то. Может быть, вопрос в деньгах, может быть, вопрос финансовый, да, именно брать-давать. То есть ключ в красоте, в деньгах, ну и в чем-то натуральном, таком земном, в теплом каком-то, да, вот в хорошем чем-то ключе. Ну и ключ в женщине. Хорошо. Давайте идти дальше посмотрим. Ну и вот он ритуал. Я то, что и говорил, да. Вот не исключено, что еще я проговорил. Здесь может быть какой-то обряд, ритуал, колдовать, да, вот это вот. Давайте посмотрим, что вам, ну как бы
несет этот ритуал. Опять-таки, возможно, вам придется повторить какой-то ритуал. И это не обязательно обряд и ритуал магии и колдовства. Это может быть обряд и ритуал на вас, который, вот, о котором мы вот здесь говорим. Да? И вы его почувствуете. Может быть, вам как контрмера придется делать обряд-ритуал, чтобы действие этой магии перебить этой магией. Понимаете? Например, укрепление защиты, ну и так далее. Да? Вот все, что связано в вашу, это ритуал в вашу пользу. Ну или в ваш ресурс. Какой здесь может быть ритуал? Ну, во-первых, на привлечение любви и отношений, потому что как будто бы вас мужчина не замечает, да, вот такой, как будто он безразличный и холодный, да, это раз. Ну, это ритуал на укрепление любви и отношений. Ну, как бы, давайте, это такой белый приворот, да, вот так. Ну, или привлечение любви и отношений в свою жизнь. Хорошо, ну, вот такое. Давайте спросим, что этот человек чувствует к вам сейчас? Потому что мы чувства особо, ну, вот видели здесь и видели вот здесь. Здесь он вас не замечает, хотя при этом хочет чувств. Но получается опять парадокс. А парадокс вот он. Кармический узел, То есть давайте спросим, его чувство к вам сейчас. Его чувство к вам он не может передать через карты Таро. Во-первых, как будто бы непроглядно его чувство стоит. Может быть, из-за того, что на него кто-то магичит, да, действительно может, потому что у нас тут темная луна, кармический узел, карма, луна опять и неизвестное, да, то есть в силу ряда неизвестных причин его чувства нам неизвестны. Ну, давайте посмотрим, а на что хотя бы они похожи, эти чувства. Ну, как минимум на тревогу. Он вам не доверяет, он вас подозревает, ну и, соответственно, это зеркалом бьет по вам, где вы друг другу не доверяете и подозреваете друг друга. Может быть, обвиняете. Видите, по мечам мечи, да, это мечевая карта, весы. Хорошо. А что думает о вас загаданный человек прямо сейчас? Ну, мысли о вас вызывают в нем, точнее, в его душе, в его сердце тепло. Он думает, что вы, ну, как бы объединены какой-то общей энергией. Давайте посмотрим, что за энергия объединяет вас. А вас объединяет энергия очищения и трансформации. Ну, может быть, это вот энергия вот этого обряда будет вас объединять. Поэтому вам надо настроиться на воздействие на этого человека, на привлечение любви и отношений. Здесь этот расклад прямо об этом говорит вам. Давайте посмотрим. Он что-то отрицает. Вот чего не хочет ваш мужчина? Чего он не хочет? Или в чем он вас обманывает? Ну, давайте так. Все-таки он чего-то не хочет больше здесь. Он не хочет, чтобы было как раньше. И не хочет пока идти вперед. То есть он пока не видит конкретной перспективы конкретной в ваших отношениях. Хорошо. Увидит ли он ее, эту перспективу в ваших отношениях? Все зависит от бутыля ведьмы, от той магии и тех действий, от той энергии, которую вы готовы, ну вот в этих 4 карт, да, которые я говорил вам, вот перепросмотрите эти карты в контексте этой бутыли. Поэтому, давайте так скажем, все зависит от вас, от вашей магии, и если вдруг тут есть соперница, от магии соперницы. Ну, давайте посмотрим, если представим себе, что это ваша магия, получится ли вам вашими усилиями, ну какой-то результат улучшить? Карта результата, бинго, да, ну как бы карты говорят, действуй, да, прикладывай силы, ресурсы, оцени себя по достоинству и, возможно, скорее всего, у тебя и будет результат, да, то есть если ты этих действий делать не будешь, ну то, скорее всего, конечно же, упрешься, да, в тупик. Хорошо. Тогда у меня ничего не остается, как задать вопрос, а будете ли вы вместе, исходя из того, что мы тут услышали, увидели. Подчинение. Опять-таки, повторюсь, все зависит от вас здесь по этой карте. Но давайте так скажу, по-честному. Если вы будете пробовать подчинять ситуацию
и партнера себе каким-то образом, ну давайте светлым образом, то, скорее всего, да. Но давайте посмотрим, насколько у вас получится подчинить эту ситуацию. Так, у нас эта карта немножечко открытая, поэтому я ее призакрою. Ну, вы понимаете, что это аркан влюбленные, я положу вот так. И скажу, что да, у вас, скорее всего, получится подчинить ситуацию. Шестерка очень хорошая карта. Специально ее не сильно свечу, потому что приоткрытая. Совет Таро для вас и этой ситуации. Да что ж такое? Смотрите, дьявол часто говорит о темных силах, но мы их увидели вот здесь, в этой карте. Поэтому нужно очищать эти отношения, может быть, мужчину, может быть, и вас двоих, от дьявола. Но дьявол часто еще говорит о целях. Поэтому, если вашей целью есть подчинение ситуации своему контролю и подчинение, может быть, мужчины себе, то нужно действовать, ставить цель и всеми правдами и неправдами, но, скорее всего, более чистыми силами воздействовать на всю темноту, чтобы вернуть в эти отношения гармонию и взаимопонимание. При наличии целей и желания вашего ресурса здесь есть шансы на улучшение ситуации. Все будет хорошо. Миру вам та вашому всесвітові. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.